Ассаламу алейкум, Yes. Друзья, на канале «Звездные секреты» мы представляем обзор о творчестве Димаша Кудайбергена за неделю. Yeah, we love you. Сегодня день рождения известного композитора и продюсера из США Уолтера Афанасьева. Здравствуйте. Maybe you want to tell something for my country. Напомним, что его настоящее имя Владимир Никитич Афанасьев. Его хороший знакомый Димаш Кудайберген еще не успел публично поздравить продюсера, поэтому пока давайте мы поздравим Владимира Никитича с праздником и пожелаем ему получить еще много музыкальных наград. Конечно же, за песни, исполненные Димашем Кудайбергеном. Артист уже не раз говорил, что мечтает о премии Грэмми, и Уолтер Афанасьев как раз является тем самым мощным локомотивом, который сможет подарить Димашу песни для покорения высот шоу-бизнеса в США. Ведь Уолтер Афанасьев не только обладатель нескольких премий Грэмми, но и успешный руководитель. В 1990 году он был приглашен для работы генеральным продюсером в одну из самых мощных организаций в музыкальном мире Sony Music. Это честь моя. Казахстан, самый любимый мой артист, вокалист в жизни, Димаш, сидит в машине у меня. Обалдел! Спасибо! Thank you so much. Thank you. Напомним, друзья, что на сегодняшний момент из всего постсоветского пространства и стран СНГ премию Грэмми смог получить лишь соплеменник Димаша, в прошлом железнодорожник, а теперь знаменитый ремиксер Иманбек Зейкенов. Для этого ему потребовалось лишь хорошее музыкальное чутье и всего один вечер свободного времени для создания ремикса. Далее была публикация произведения в соцсети ВКонтакте, и слава нашла его сама. Однажды Иманбек проснулся знаменитым на весь мир и получил Грэмми. У Димаша путь до Грэмми будет куда сложнее, чем у Иманбека. Артист тоже исполняет ремиксы известных мировых хитов и раскрученных песен Игоря Крутого. Но для покорения зрителей в Америке потребуются не только хиты для русскоязычной аудитории, с которыми Димаш уже выступал на сборных концертах маэстро Игоря Яковлевича. Тут потребуются иные песни, например, от Уолтера Афанасьева, то есть на английском и строго без акцента, иначе ничего не получится. Как не получилось совместных песен Уолтера с Филиппом Киркоровым и Юлией Началовой. Они так и не смогли научиться петь без акцента. Фанаты Димаша очень надеялись, что артист летит в Лос-Анджелес к 5 февраля не случайно, ведь именно в это время там проходила церемония награждения Грэмми, но, увы, чуда не произошло. Позже Димаш встретился с Владимиром Никитичем в студии звукозаписи, о чем каждый из них опубликовал пост в соцсети. Один из величайших певцов на земле и дорогой друг Димаш зашел поздороваться, написал Уолтер. Поклонников творчества Димаша, несомненно, волнует судьба песни «Любовь еще не закончилась». I believe love is not over yet. По нашему мнению, композиция может стать мировым хитом в репертуаре артиста и получить заслуженную музыкальную награду. О том, чем же занимается Димаш в США, он пока еще не рассказывал. Надеемся, что стажируется в киноакадемии или прибыл наконец-то записать вокальную часть к песне с продюсером Афанасьевым.
На совместном фото с Димашем Владимир кажется бодрым и веселым, но на самом деле это не так. Недавно он перенес большую утрату и вот что сообщил на своей страничке в соцсети. «Скончалась моя мама, ей было 87 лет. Мое сердце разбито, она была моим компасом, который направил меня в мое музыкальное путешествие. Всегда слушала, как я играю, всегда хвалила меня за мои песни. Она часто плакала, слушая меня. Теперь моя очередь плакать. Покойся с миром, мой ангел». Друзья, надеемся, что Владимир сможет справиться с горем и у него хватит душевных сил на новые творческие победы, конечно, вместе с Димашем Кудайбергеном. Друзья, это были аналитические рассуждения о ближайших творческих планах казахстанского певца. Надеемся, что все срастется, и в скором времени мы услышим долгожданную новую работу двух музыкальных гениев. Димаш Кудайберген поздравил автора своих песен Джордан Аракелян с днем рождения на русском языке. «С днем рождения, Жора! Живи долго и счастливо!» написал он. И, конечно же, от именинницы тут же последовал ответ «Thank you, bro!». Друзья, давайте присоединимся к поздравлениям и посмотрим, как проходил праздник, а также вспомним приятные моменты творческой жизни именинницы. Что ты кричишь? Мама, меня фоткай! Я тебя фоткаю, тебя. Мама, смотри, мама. Смотри. Қолымызда татыматымен, сен бізді тыңдаматымен, сен салған андаматымен, сен салған андымен. Қолымызда татыматымен, сен бізді тыңдаматымен, сен салған андаматымен, сен салған андымен. Қолымызда татыматымен. Я не могу забыть тебя. Не пишешь ты, молчу, и я безрассудные мысли подвисли. Это не считается. Димаш Кудайберген порадовал поклонников новым фото из США. И вот что он написал. «Приятно работать с талантливыми людьми. Привет из студии». Друзья, с момента приезда артиста в Лос-Анджелес дорогие во всем мире задаются вопросом, какова же цель его визита. Были версии от получения Грэмми 5 февраля до продолжения работы над прекрасной песней «Любовь еще не прошла» с продюсером Уолтером Афанасьевым. Сегодня Димаш показал новое фото с новыми знакомыми, и нам кажется, что это не просто знакомые, а коллеги.
Мы ни на что не намекаем, но, похоже, артист снова споет в новом фильме. По звездному секрету расскажем, что на фото с Димашем можно узнать улыбчивого продюсера и композитора китайского происхождения Нейтана Ванга. На его счету создание множества саундтреков ко многим фильмам, в том числе и к фильмам Джеки Чана, друга Димаша. Так что у нас с вами есть все основания ждать новых интересных вех в творчестве артиста, теперь уже из США. Димаш Кудайберген в Лос-Анджелесе встречается с яркими представителями музыкальной индустрии США и даже поет с ними. Первым певец посетил давнего знакомого, композитора и продюсера Уолтера Афанасьева. Ранее Димаш и Уолтер работали над хитом «Любовь еще не окончилась». Афанасьев – обладатель 2 Грэмми и может подсказать Димашу, как получить заветную музыкальную награду. Чуть позже артист показал фото с новыми знакомыми и поведал: «Приятно работать с талантливыми людьми. Привет из студии». На фото справа от Димаша Нейтан Ванг. Он написал музыку к 300 фильмам и телешоу, включая проекты в США для Стивена Спилберга, Диснея, Sony Pictures, DreamWorks, а также для Джеки Чана. Нейтан Ван написал о Димаше в своем посте на Weibo еще в далеком 2020 году, 20 января. Сотрудничать с музыкальными гениями всегда очень увлекательно. Для меня большая честь написать финальную песню фильма «Авангард» для Димаша. Так прекрасно, что его уникальный голос приносит в песне другое ощущение. Спасибо Димашу за то, что он использовал свой потрясающий певческий талант для исполнения этой песни. Мне очень повезло. На фото слева от Димаша Кевин Мерфи, американский сценарист, продюсер, лирик и композитор. На телевидении он работал сценаристом и продюсером многочисленных сериалов. А сегодня Димаш рассказал о встрече с музыкальным тренером. Фото с талантливыми певцами. Спасибо за приглашение, Стиви. Приятно познакомиться. Стиви Макки – певец и педагог по вокалу из Лос-Анджелеса. Тренировал таких звезд, как Ленни Кравиц, Селена Гомес, Дженнифер Лопес, Ферги и многие других. Работал с шоу «Голос» более 10 сезонов. И вот что рассказал Стиви. Отличный парень и невероятный голос, Димаш. Друзья, как приятно, что профессионалы так высоко отзываются об артисте. И еще один новый знакомый Димаша – Джесси, певец, автор песен. Вот что он рассказал в соцсети о Димаше. Сегодня мне повезло встретиться с одним из самых грандиозных вокалистов. Димаш – один из лучших певцов в мире. Какой хороший день! Было очень приятно встретиться и петь с тобой. Ну что ж, друзья, вот сколько добрых слов написано музыкантами Лос-Анджелеса в адрес Димаша. Будем надеяться, что это общение скоро принесет весомые результаты. Скорее всего, артист успеет поупражняться в разговорном английском, а заодно поправит акцент перед предстоящей стажировкой длиною в год в киноакадемии. Сам Соломон Регина. Поздравляю ЗИД с открытием своего флагманского отделительного центра.
Давно Димаш снимался в рекламной кампании автомагазина. Вы, конечно же, узнали его профиль на снимках с автомобилем. А вот и еще несколько фото на память. Нахожусь в Америке, не смог лично приехать на открытие. Я фанат прогрессивности и технологичности, так что для меня быть амбассадором СИД имеет особое значение. Будьте в постоянном поиске и развитии. Технология – это наше будущее. И да, в честь открытия я отправил для вас небольшой от себя подарок. Надеюсь, это станет началом новой традиции СИД. Собирать отзывы своих фанатов поможет создать сообщество любителей СИД в каждом городе Казахстана. Еще раз поздравляю команду СИД и желаю всего самого наилучшего успеха. Мне часто говорит отец, что нет ничего невозможного для человечества. И он прав. На протяжении всей своей истории человек совершал прорывы. Все, что когда-то казалось далекими мечтами, воплощалось в реальность. Люди создавали самолеты, ракеты, полетели в далекую неизвестность, в космос. Их пытливый ум создавал завораживающие цивилизации, а смелые идеи находили отражение в удивительном творчестве, великом искусстве. Но что их мотивировало? Интерес к знанию. Тот самый интерес, который всегда снимал с человека все оковы. Да, мы сможем достичь многого, ведь мы сами создаем ограничения. Отбросьте все сомнения и выбирайте лучшее для себя, ведь будущее начинается уже сегодня. Assalamu alaikum, brother. It's here. Yes. Amam Bongzar. Yeah, we love you. Вы только посмотрите, какая яркая встреча состоялась у Димаша в Лос-Анджелесе. Сколько эмоций. И вот краткий перевод. Всем привет, Казахстан! Мы любим вас, очень любим вас. От Стиви, Маки и Эйвери Уилсона. И от короля. Это король, единственный и неповторимый. Это здорово, что он такой удивительный, такой удивительный. Мы любим вас, ребята. Вы подарили миру потрясающего человека. Нам так весело сегодня, и мы любим музыку. Да, и мы любим вас. Мы полны любви. Пусть Бог благословит вас. Здравствуйте всем. Пусть у вас все будет хорошо. Будьте здоровы. И да, мы любим вас. Друзья, Димаш, конечно же, был тронут вниманием, но потом уточнил у себя на страничке в соцсети. Я не король и я не номер один. Просто коллеги хотели меня возвысить. Не принимайте это всерьез. Привет, Казахстан. Ну что ж, дорогие, вот такой позитивчик с утра. Давайте пожелаем славным музыкантам творческих успехов. Hello everyone, Kazakhstan, we love you. We love you. From Stevie Mackey, Avery Wilson, and the king, the king. the one and only. This is the greatest. He's so amazing, so amazing. We love you guys. You produced an amazing person, and we have so much fun. And we love music. We love you. Full of love. God bless you. Assalamu alaikum, brother. It's here. Yes. Amam Bongzar. Yeah, we love you.